Сегодня у нас опять необычный обзор. Сегодня у нас будет аскетска. Наверное, такой, знаете, староверский какой-то вариант. У нас сегодня будет... Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем бриться без помазка, без чаши. А с чем будем бриться, я вам покажу. Пошли на крупный план. Вот так сразу с необычностей и начнем. Антон Карелин, старый добрый мой подписчик, прислал мне вот такую вот нашу игрушку, отголосок истории. Станок сделан в России, в СССР, называется «Волга». Ни коробки, ничего еще не сохранилось, уже вернее не сохранилось. Но сам станок у него лежал без надобности. Антон заранее извинился, что он не в очень таком кошерном состоянии, но тем не менее, как я думаю, что станочек-то выглядит вполне себе еще ничего. Длина ручки 73 сантиметра, ширина головы 24 миллиметра, длина головы 44 миллиметра. Сколько же ты весишь, друг мой? Весит станок 39 грамм. Как вы сами видите, станок бабочка. Каким он сегодня себя покажет в работе, это мы с вами еще увидим. Но посмотреть на российскую бабочку, ребята, всегда приятно. Достаточно неплохое состояние. Да, есть какие-то определенные коцки, эмаль посходила, но тем не менее, я думаю, что еще боевой станочек. Тут вопрос будет стоять, с чем на нем побриться. У меня первоначально вот такая вот обойма сложилась. Это все те лезвия, которые, в принципе-то, на обзорах еще практически и не были. Один раз было, не было ни разу, один раз было. Так. Ну, бальзана, насколько я знаю, они такие средне-мягкие, а бабочка у нас тоже мягкая. Вот фиг его знает, как оно там сыграет. Ли, да, хорошенькие, острые, но они на обзоре уже были. Восход тоже бы, скорее всего, выиграл, а вот этих не было еще. Так, давайте, знаете что, станок наш российский, пускай и лезвия будут наши российские, вот восходик-то и поставим. Посмотрим, как оно сыграет. Так. Упаковка достаточно стандартная. Никаких клеевых залипух, которые бы держали бумагу на лезвии, я не увидел. Открываем лопасти. Кстати, вращение происходит достаточно комфортно. Лезвие на фиксатор одевается тоже хорошо. Закрывается. Чуть-чуть в натяг. Оп, все, конечная точка. Дальше не идет. Вылет пока я вижу оптимально равномерный. Судя по вылету, да, станок действительно будет мягкий. Ну, давайте так, восход пускай у нас и остается, а на подстраховке будет что-нибудь вот из этого. Ну, почему-то больше хочется жилет поставить. Он у нас ни разу на обзоре не был. Хотя, с другой стороны, Ли острее. Ладно, посмотрим. За крем для бритья, ребята, я вас сегодня удивлю. Вернее, не я, а опасная бритва РФ. Благодаря ей мы сможем попробовать Clubman Pound Classic Barber Shave Cream. Крем не совсем обычный. Дело в том, что ему помазок не нужен. Все, что нужно, просто берем, достаем, наносим и получаем... равномерно распределяем. А потом получаем удовольствие. Блин, ребят, пахнет вообще зачетно. Супер. Банка достаточно здоровая. Внутренний голос подсказывает, раз банка такая большая, значит, скорее всего, производитель рекомендует его не экономить нифига, а брать лопаты и наносить на лицо. Ну, посмотрим, что, лопаты, не лопаты. С другой стороны, у меня фейс-то не очень-то и крупный. Разглядим. Что же до автошейвов? Тут, ребята, я попал в легкий ступор. У нас совсем недавно, как вы по распаковке знаете, Quantum Satis вернулся на канал. Это Ольга из Санкт-Петербурга. Достаточно давно уже, наверное, где-то год назад последний раз мы виделись. Чем лично для меня Ольга запомнилась, это хорошим качественным продуктом плюс упаковка, ребята. Упаковка просто бомбезная. Если вы хотите что-то в подарок, там так продают. Вам даже запаковывать не надо будет, потому что уже все запаковано. Первое, к чему я обратился, это, конечно же, к этому мешочку. Кстати, тоже обратите внимание, как упаковано все. Мешковинка, холщовая такая ткань. Бантики, веревочки, все как положено. Я по простоте душевной подумал, что открываю, раз стеклянная бутылочка, значит автошейв. Я давно уже к этому привык. А нет, ребята, нифига не автошейв, и даже бумажку не пришлось читать. Папа Алекс
Одеколон. Видали? Я и подофигел. 80% алкоголю, 100 миллилитров. Давайте посмотрим, что там на бумажке-то вообще в принципе есть. Так, много всего. Я тут не это самое. Большой глаз нужен прочитать. Ну, 80% алкоголя-то я увидел. И 100% натуральных продуктов. Ребята, не это меня будоражит, а будоражит то, что наши артизаны уже дошли и до одеколонов. Вот что мне больше всего-то, скажем так, заимпозантило. Посмотрите, темно-синяя бутылочка. Ну, темно-синий цвет, мой любимый цвет. Прям бутылка пластиковая. Ну, в смысле, этот, крышечка, дозатор. Угу. Смесь пряного, мускусного, деревянного. Блин, ладно, будем разбираться. Хорошая штука. Я вот не совсем, Оля, если ты смотришь обзор, не совсем понял, вот это что такое. Я... Может быть, это как-то так? Или как? Как это вообще в принципе? Ну может быть, да, кстати. Вот скажи, пожалуйста, что ты имела в виду, когда вот эту вот пробочку докладывала? Куда ее вставлять, в какое место, чтобы она не чувствовала себя сиротинушкой? Пока я вот так только придумал. Ладно, одеколон убираем в сторону. Следующее, что я посмотрел, ребята, это была вот эта баночка. И тут тоже меня ждало удивление и, скажем так, кстати, к вопросу об упаковке. Вот прикиньте, да, вот так вот Ольга заботится о нас. Так вот, ребят, когда я достал вот эту штуку, первое дело, что я подумал, ну, блин, ну это же крем. Ну да, крем, и все полностью содержание вот здесь вот это и подтвердило. Да, это крем для лица, сандаловый, бла-бла-бла, бла-бла-бла, ежедневный, уходовый. Я уже думал, что все, уже прочитал, а нет, ребята, в конце, оказывается, написано, что его еще и как автошейв можно использовать. О! Вот я думаю, давайте мы его сегодня как автошейф и запустим. Правда, у нас есть еще один товарищ, тоже Антон Карелин прислал, называется «Кузнецкий мост», но это мы уже, наверное, запустим на следующий обзор. А сегодня пускай будет вот от Ольги вот эта штука. Мне очень интересно посмотреть, как он сработает. А, как автошейф, Б, ежедневное уходовое. Я с этого момента ставлю его на баланс и буду пробовать его каждый день, как советуют в той бумажке в инструкции вот этой, утром и вечером на чистую кожу наносить. Но не только это. Сегодня хочу еще взять мыло, которое тоже прислала Ольга, Quantum Satis, мыло с нуля, чего-то FF 93S или что это? Вот не могу я прочитать. Про упаковку я уже устал напоминать, но и здесь она тоже на уровне. Handmade. Ох, ребята, пахнет-то как приятно, хорошо. Фэс, мыло Фэс, вот теперь я все понял. Ох, ребята, восточные арабские напевы, специи, какие-то травы, не кулинарные, а вот именно, знаете, как будто вот то, что вот люди в быту используют. Вот, как вот ты видишь человека другой национальности, он пахнет по-другому. Ты не можешь понять, почему он пахнет по-другому. Что-то он не то использует. Нет, ребята, он просто сам другой, и у него все другое. И обмен секрецией, железы, и он думает по-другому, выглядит по-другому, и пахнет в том числе по-другому. Вот такой какой-то вот запах интересный. Прям интересно. Все, начинаем еще этим пользоваться. Через денек, другой, третий, недельку я вам расскажу, что это такое. Ну, а сейчас что? Пошли бриться. В конце концов, Волга-то у нас уже готова. Да и супер-пупер крем. Супер-пупер автошейвом. Знаете, самому до жути интересно, как сработают сегодняшние все участники обзора. В первую очередь, наверное, все-таки Волга. Вот как она себя покажет. Так интересно, прям вообще. Парни, крем пахнет зачетно. Просто обалдеть, как зачетно. Я думаю, что не смогу описать этот запах. Скажу лишь, что он наполовину барбаршаповский, наполовину какой-то лосьонно-автошеевый, одеколонный. Какой-то вот такой вот. Ну, блин, так. Прям, я в банку не полезу, не, вначале с крышечки сниму все. Вот так. Ой, ты мой хороший.
Я думаю, что если использовать вот такой крем, то, наверное, и пришейк-то не нужен. Так-то разобраться. О, как пахнет, блин, прям вообще заводной такой. Не, ну я-то тоже не экономлю. Мажу-то богато. По ощущениям, на масло не похоже. Знаете, что похоже такое? Вот на густой какой-то чертовски приятный вазелин белого цвета. Ну ладно, давай покажи, что ты можешь. Водорастворимый. С рук убирается достаточно хорошо. Легенький такой прям. Ну, 40 грамм, понятно, но все равно как-то непривычно. И в то же самое время, несмотря на сходство конструкции, нет такого ощущения, что у тебя в руках вейши. Нет. Тут видно, что это что-то другое. Что? Сейчас посмотрим. Так, намочили. Ну, поехали. Парни, да мы с вами сделали правильный выбор. Восход. Just perfect. Я сказал другое слово по-русски, но если по-английски перевести, вот, ну, короче, ну, вы поняли. L'amour est toujours Ребята, да просто офигеть. Вообще не ожидал. Не пойму, что так работает. Крем, станок или лезвие в этом станке. А может вот вся связка? Не везде. Вот здесь бона. Угу. Крема, видать, не хватает. Скорее всего, мало там намазал. О, а здесь нормально. Да, вот тут крема не хватило. Так, что за фигня? У тебя крем под носом стоит, а ты тут жалуешься, тебе крема не хватило. Сейчас, все, хватит. Офигеть. Так, вот здесь тоже так. Во, ну, нормально. Так, и здесь тоже пропустил. Ну, я вам скажу, что станка-то он нормально вымывается. Угу. Мне пока только непонятен вопрос расхода. Если так лопатами каждый раз на хохотальник кидать, так тут что, банка на 2 бритья, что ли? Так, чую там мало. Надо понять две вещи. Во-первых, сколько его ложить, а во-вторых, сколько у тебя времени побриться после того, как ты положил, вернее, намазал. Ух, как серпом по одному месту. Так. А что я делаю не так, а? Или я мажу мало, или слишком много времени проходит после того, как я намазал, и я туда станком добираюсь. Ну, сейчас же по свежачку. Не. Что-то тут не то. На ум сразу же пришло. Кто-то из вас когда-то говорил, что Вадим, когда вот брею против шерсти под носом, там, блин, там все, аж слезы из глаз, не могу. Вот у меня то же самое сейчас практически здесь получается. Самое простое, не вести прямо, ну или тут прямо, а наискосок. Вот у меня вот так сейчас было больно, просто раз смещаешь и все. Скашиваешь. Вообще так правильно, конечно, было бы вообще. Да, ну, восход хорошо.
Хорошо восход, но, блин, что-то поострее было бы лучше. О, у меня сосед лютует. Не, ну можно понять мужика. Семья, 3 детей, только переехал. Любимая. Ну вот он там сейчас ремонтом в полный рост и занимается. Снес так себе снес. На лице еще что-то осталось. Я не знаю. Давайте попробуем больше не наносить ничего. Еще раз пройти. Парень, что-то я реально не догоняю. Местами хорошо, местами так, что прямо аж ух. Не пойму, что не так. Ну вот в 3-й раз, не, пожалуй, ребят, я бы ну его нафиг, я бы уже крему-то добавил. Вот на 2 раза хватило. Ну вот тут что-то, наверное... Ну, да, уже отзыв формируется. Угу. И в 3-й раз, остатний, последний, я думаю, сейчас мы все-таки крема-то добавим. Пока нормально. Ну все, ребят, мучить я себя больше не буду. В принципе,
Чтобы составить представление вот о сегодняшнем бритье, того, что мы с вами сделали, уже достаточно. Можно уже в принципе-то переходить к заключительному слову. Бритье, ну, комфортным я бы не назвал. И чистым тоже. Вот здесь вот у меня полностью все не пробрито. Здесь вот еще кое-где. До сих пор не пойму, почему морда не в кровище. Хотя было близко к тому. Короче, пока вопросов больше, чем ответов. Ну и автошейф. Фух. У меня сегодня, скажу вам по секрету, встреча с одноклассниками. 40 лет не виделись. И я лучше чуть-чуть маленько не добрею, чем снесу полфейса и буду там ходить весь изрезанный. Вот странно. Странно вот это все. Странно от начала до конца. Странно и непонятно. Я сам себе половину из того, что сегодня произошло, просто тупо не могу объяснить. Ну, сейчас доберемся до заключительного слова. И, кстати, вот интересно, салфеткой прошелся, сколько крема на лице. Прям. Нет, не крема, а то, что осталось после него. Вот, наверное, правильно будет так. Самого-то крема я здесь уже не вижу. Может быть и хорошо, что сегодня будет крем. Не надо будет алкоголем после всех вот этих вот. Ух ты, тверденький, ребята, такой. Даже как-то так интересно. Какой-то упругий. Знаете, как по болоту идешь, вот бывает, что стал твердое, а чуть-чуть вот застыл, забылся. И нога так медленно, медленно, медленно пошла. Вот что-то вот такое вот. Много не надо, расходится очень хорошо, тем более по влажной коже. Не щипет совершенно. Никаких таких щипательных вещей нет. Запах нейтрально-косметический. Никакой такой, знаете, выраженной запаховой нагрузки не несет. Есть легкие шлейфы какие-то, знаете, вот ты понимаешь, что это косметика? Но даже указания на то, что мужская, женская, здесь тоже нет. Вот есть одно, вот стрелочка, туда пойдешь, косметику найдешь. Вот такое что-то. Ну, приятно. Приятно. Ну, как одеколон, конечно же, вы не будете это использовать, как какую-то ароматизирующую составляющую. Уходовую, да, да. Хо, нифига себе, наполовину уже впитался. Ладно, посмотрим, что потом будет. Ребята, крем понравился. Крем понравился, несмотря на все непонятки, которые сегодня происходили. Я чувствовал его фактуру, я чувствовал его запах, я чувствовал, как ты наносишь его на лицо. Я бы с удовольствием этот крем попробовал с другими станками, равно как и с шаветкой опаской. Вот мне почему-то кажется, что вот эти вот все варианты бы сработали. Почему сегодня что-то не так, почему сегодня что-то не то, не могу сказать. Не могу сказать, надо думать. Надо думать, возможно, вы что-то подскажете. Скольжение у крема тоже не могу сказать. Потому что как только вот я его нанес и пошел вот первое движение делать, у меня аж в душе все запело. Так все сладко да шоколадно было. Прям, знаете, вот как колобок в сказке. Раз покатился и все. И пофигу, и лиса, и волк, все, он просто укатился. Вот так все было красиво. Как у вас, вот знаете, как шар в боулинге катнули и попали в десяточку. А дальше пошло что-то непонятное, какие-то дергания, какие-то подтягивания, трудно проходимые места, где, знаете, как серпом по яйцам, действительно. На что это списать? На крем, на неудачно подобранную пару станок лезвия? Но здесь же было хорошо, как и здесь, в принципе. В некоторых местах еще прошло неплохо. Добавлял крем. Думал, может быть, крема не хватает. И вот тут вот в одном месте, вот где добавил, понял, что обилие крема-то вот в данном случае конкретном ситуации не решает. Все равно как бы серпом по одному месту. Непонятно, непонятно. Очень, очень мне понравилась вот эта штука. Нужно еще разобраться с расходной частью. Да, баллон большой, но не знаю, сколько он стоит, надо будет посмотреть. Если, в принципе, по разумным деньгам, то почему бы и нет? Да, можно брать и бриться, особенно тем, кто, знаете, ну, наскоряк, пену некого, ну, типа геля что-то. Кстати, проблемы у него тоже будут гельные, потому что вы не будете видеть, где вы прошли, где не прошли. Он частенько просто пропадает. Лишнее доказательство тому, что он хорошо работает, вот посмотрите.
Ничего не разнес. Все чистенько. Да, не выбрился до конца. Тут дофига еще есть вопросов, но тем не менее, не дал поранить, не дал. Хорошая штука. Вообще молодцы клабмен. Молодцы. Вот тут что-то они постарались. Что до станка. Я чувствую в нем потенциал, но сейчас по-прежнему ничего не могу сказать, потому что сегодня были как взлеты, так и падения. Взлеты в этих местах, я просто был счастлив, так хорошо станок шел. Потом, когда выходил вот во все вот эти вот места, он меня так дергал, как будто, знаете, вот взяли кота, прикрутили ему его шары, золотые шары смелости в тиски, а потом наступили на хвост. И вот кот, вот здесь что-то такое тоже было, но здесь-то было хорошо. Все-таки склонен предположить, что неправильно подобранная пара. Восход хорошее лезвие. Чего греха таить. Но вот я думаю, что станок мягенький. Мягенький, и сюда бы что-то остренькое попробовать. Вот потом можно было бы уже говорить как о той ситуации, так и о нынешней. Вот что сегодня произошло. Для сегодня, вот сегодня что-то вот у меня такое непонятное случилось, прям интересное. Крем. Рано пока говорить. Рано пока говорить. Вот сейчас вот на этом этапе можно, конечно же, отметить две вещи. Первое – это подача материала. Подача материала просто великолепна. Вы покупаете что-то в этом магазине, но вам даже заморачиваться не нужно и говорить: ребята, упакуйте мне, я хочу сделать подарок. Не надо? Нет. Там все уже идет упакованное в подарочную упаковку. Что бы вы ни взяли, все уже вот такое и вот такое вот. То есть там молодцы девчонки, молодцы, хорошо думают. И второе, что хотел бы отметить, универсальность. Это как уходовая для мужчины, так и автошейв. Насколько оно уходовое, насколько оно автошейв, пока не могу сказать, потому что сегодня и с этим кремом были, и с этим. Но сейчас на лице-то крема я чувствую. Какой из них, этот или этот, я не могу сказать. Вот на рендер уйду, это где-то через часок, вот тогда скажу, что там осталось. Но очень сильно опидозра, что это из той серии, которая быстро-то уходить не будет, потому что у него сама фактура по себе такая, что не предполагает быстрого исчезновения. Это не какой-то гель, который раз впитался. Я думаю, что будет тянуть. А вот какая польза от него, помимо того, что он из жареных орешков, посмотрим, это только время покажет. Парень не удержался. Одеколон от артизанов, да не попробую, да вы шо. Спрей скупой. Скупой, не даст вам лишнего вытрясти. Ах, вот чего я хотел-то. Хорошо. Маховая, дремучая. Вы зашли в какую-то пещеру, не вот такую пещеру, что там боком вот так вот, нет, а такую пещеру. И настолько она древняя. В Америке есть такие соляные пещеры. Ребята, им 1000 лет. Вот по размерам, наверное, такие. Там, если свет выключить, вот это абсолютная тьма. Лучика даже нет. Вот вообще. Ты хоть вот так вот открывай, ты все равно ничего не увидишь. Так вот вы заходите в вот такую пещеру, и там нет сырости, а там, знаете, запах времени, мох. Я не знаю. Сейчас такое ощущение, что что-то вот такое, знаете, вот с бородой, тут шкура вот так вот перетянута, неандерталец, тут кремниевый топор, что-то такое, знаете, вот волосатое, так, вот такое что-то, не вонючее, а древнее, древнее. Прикольный запах такой. Вы знаете, вот мне как мужчине, он нравится. Я не знаю, как женщины будут на него реагировать. Рендер буду писать-то, я уже у любимой поинтересуюсь. Но неожиданно, вообще. Встречались раньше мховые, да, конечно, да, полно. У меня сейчас вот стоит Сашкин одеколон мховый. Дремучие тоже были. Настолько. Тут очень высока концентрация, прям очень. Тут концентрация дремучести, прям, это палеолит уже. Тут динозавры еще даже, яйца динозавров еще не появились, тут еще все раньше было.
Ой, как... О, это как путешествие во времени прям. Очень интересно, очень. Я бы очень хотел, чтобы вот это Лариске понравилось. Потому что одеколон достаточно необычный. Оленька, спасибо тебе огромное за то, что познакомилась с такой штукой. Ты знаешь, я даже не знаю, что сказать-то об этом, потому что настолько это необычно, и настолько вот из ряда вон. Вот прям из выбивается из всего, что я знал доселе. Блин. Ну, как, ну да, и как обычно, конечно, запах от бутылки и запах на теле разнится, совершенно разнится. Это два разных запаха. 5, однозначно 5. Подача материала 5, внешний вид 5, консистенция, фактура, внутреннее содержание 5. Это не что-то такое радужное, такое... Нет. Это что-то такое прям аж такое прям каноническое, древнее, упертое, знаете, как скала, поросшая мохом. И вот, и пофигу все. Дождь, снег, стихии, океаны, наводнения, тут что-то все мельтешит. Это все не здесь, это все там. А скала стояла и стоять будет. Может, что-то вот такое прям, ой, блин. Торкнуло. Так, ребят, ну, пожалуй, что и все, пошел все относить на рендер. По поводу группы мазка в завершении, да, давайте, наверное, все-таки скажу. Хотел, конечно, показать, но на словах. Парни, забыл, к сожалению, фамилию, имя. Под предыдущим, не под этим, а под предыдущим, вернее, не под этим, а по затем видео. Один молодой человек вышел и сказал: Вадим, вот ты назвал 3 вида помазков: соплю, стержень и шарик. Я его полностью поддерживаю. Вот он молодец, систематизировал то, что у меня в голове и так вот уже каталось. Я сказал, что я бы добавил еще один. Это стержень с группой поддержки. То есть, где идет стержень посередине, а по краям вот идет группа поддержки из ворса. И по сути вам вот этот центральный столб, только когда вы его промнете, продавите, группа поддержка сможет вступить в работу. А если помазок сам стержень, то там продавливать ничего не надо. Вы просто всем помазком сразу и работаете. Зенит 506 и ваш покорный слуга, вот то, что вот Александр последний раз вот дал нам на посмотреть, Морис Фарндран. Тому прямые доказательства, вот это стержень, вот эти стержневые. Из вас кто-то спросил под последним видео: Вадим, а если их сравнивать с опасной бритвой, ну, с мюллеровским вариантом. Так, куда-то мой сладкий делся? А, вот он. И с материком. Ребята, это другое, это шарики. Это шарики. Здесь они создают какую-то необычную конструкцию в работе, а эта конструкция внутри формируется, она наполовину, вот как я не знаю чего, я так думаю, и вот я хочу так думать, она наполовину из пены, она наполовину из ворса самого этого помазка, но вот она как-то искусственно сформирована, она очень похожа на тот подголовник, который вы добавляете себе под шею, когда летите в самолете, вот она на это что-то похожа. Здесь нет такого стержня, как в 506 и в Морисе Фарндране. Здесь шарик внутри, шарик, который он где-то вот здесь вот. Он вам не дает помазок ближе прижать к щеке. И в то же самое время оттягивать вы не станете, потому что работа помазка прекратится. И вот этим шариком вы работаете. Так вот, они разные. Эти шарики, а вот это все стержни. Вот это... А, нет, так это ты сюда иди. Вот это вот стержень. Несмотря на то, что это все разные помазки. 200 евро, 14 евро, 60 евро, вот это все стержни. Они работают стержнем. Кто-то в большей степени, кто-то меньше. Wulfix, скажем так, вот так, если просто экстраполировать, у него 50% вот от этих двух. Вот их примерно я бы поставил на одну полку, они примерно одинаковые, в моем понимании, вот в моем мире ощущений, в моей вселенной. То есть они работают примерно одинаково. Если бы не ручка, вот так бы дали вслепую и сказали бы: вот скажи, где какой, да и хрен бы я его знал. Если бы другой человек взял, намылил бы вот так вот, ну, вот если бы полгода я бы ими поработал, только ими двумя, я бы научился различать, конечно. А вот так сейчас вот я бы даже не отличил, потому что работа-то у них достаточно хороша. Это где-то примерно на 50% от этого дает. А это
шарики, они другие, их нельзя сравнивать. Вот с моей точки зрения, это просто, это еще одна вселенная, это другое. Вот так вот в моем понимании получается 4 вида помазков. Сопля, стержень, стержень с поддержкой, ну и шарик. Вот как-то я вот так вот их распределил. Ну все, пока-пока, добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких. Мне на встречу выпускников, школьников, одноклассников. Ну и в понедельник увидимся. Берегите себя, до новых встреч.